Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. Там же есть мои личные контакты. Я спешу напомнить вам о том, что у меня есть личные расклады, я также делаю обряды на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения, на здоровье, делаю чистки и ставлю защиту. Мы также делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Одна из таких обрядовых свечей сейчас стоит перед вами. Мы ее зажгли специально для того, чтобы показать вам, какая она красивая. Символом Нового года драконом. Символ Нового года дракон принесет вам в дом финансовое благополучие, успех и процветание. Все, что вам нужно, это приобрести свечу, зажечь ее обычными деревянными спичками. Это важно, не зажигалкой. И весь дом принимать к себе достаток и благополучие. Спешу вам также сообщить о том, что у меня появился второй закрытый канал о Юрии Шатунове, где есть вся та правда, шокирующая правда, которую не должны увидеть другие люди на канале YouTube, и она не должна распространиться, именно поэтому канал закрытый. Вы все меня спрашиваете, почему канал закрытый, почему канал платный. Канал, кстати, стоит 299 рублей не в месяц, а единожды вы оплачиваете, больше вы за этот канал ничего не оплачиваете. Видео там будут выходить регулярно, и там будут выходить все те видео, которые вы не увидите здесь. Все поклонники, преданные поклонники Юрия Шатунова должны увидеть это видео и должны понять действительно, что происходит, да, и какая тайна окутана вокруг смерти Юрия Шатунова. Пожалуйста, переходите на этот канал, если вам действительно интересно и действительно важно, что случилось с Юрой. Ссылка будет где-то здесь. А сегодня мы как раз с вами раскладываем на Аркадия Кудряшова. С нами карты Безумной Луны, Девиан Мун, Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. Вообще Аркадий Кудряшов наиболее загадочная личность, приближенная в свое время к Юрию Шатунову. Музыкальный менеджер Юрия, он в свою очередь совершенно непонятен поклонникам Шатунова. Что он на самом деле, кто такой Аркадий Кудряшов, почему так мало известно о нем как о личности, на кого он на самом деле работает, подробности его личной жизни, ориентация и, наконец, какую роль Аркадий Кудряшов играл во всех тех бедах, что свалились на Юру Шатунова. Давайте узнаем сегодня на картах Девиан Мун, Патрика Валенса. Первый вопрос – это, конечно, характеристика личности, что это за человек, какой он на самом деле, да, раскроем его суть побольше, чтобы узнать о нем как о человеке, а потом уже будем досконально узнавать о нем и о Юре. Здравствуйте, карты еще раз. Характеристика личности Аркадия Кудряшова. Покажите нам, пожалуйста, каким человеком является Аркадий Кудряшов, бывший менеджер Юрия Шатунова. Менеджер, кто-то говорит, что он был другом Юрия Шатунова, хотя я в это не верю, да? Характеристика личности Аркадия Кудряшова. Характеристика личности Аркадия Кудряшова. Покажите нам, пожалуйста, что за человек такой Аркадий Кудряшов. Король кубков. Король кубков либо водного знака зодиака, да, либо земного знака зодиака. Король кубков – человек, который любит покутить и погулять за чужой счет. Очень любит выпить король кубков и очень любит насладиться какими-то утехами сексуального характера с женщинами, с мужчинами, неважно. Вообще король кубков у нас показывает зачастую нетрадиционную сексуальную ориентацию. Обратите внимание, как одет король кубков. Фиолетово-сиреневое одеяние – это цвет знати, либо человек очень любит себя и очень любит одеваться в какие-то бренды, очень любит хорошую одежду, да, то есть не покупает дешевую какую-то одежду, либо он действительно богат и имеет пентакли, имеет деньги, да, но имеет деньги не заслуженные, не свои, а те деньги, которые кто-то нажил непосильным трудом на своем горбу, да, и он на чужом горбу выезжает в рай, соответственно. Король кубков – это не очень хорошая карта, особенно в колоде девиантной луны. Она говорит о том, что человек любит прожигать эту жизнь, любит жить красиво за чужой счет, да, то есть это характеристика личности. Как я уже сказала, человек может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, и король кубков – это человек, любимый кем-то. У него есть какие-то привилегии от кого-то, то есть он не просто так был всю жизнь с Юрой Шатуновым, у него есть какие-то привилегии, были какие-то привилегии
и к нему как-то особенно относятся те, кто причастен к тому, что произошло с Юрой Шатуновым. Вот я вот по этой карте могу так сказать, да. Здесь человек любит отдыхать на морях, океанах, человек любит загорать кверху пузом, скажем так, да, и уж извините меня, да, я не очень просто люблю личность Кудряшова, а тут еще такая карта вышла. Если бы карта вышла какая-то более светлая, я бы вам так ее и прочитала. Но здесь обратите внимание, что человек полностью черного цвета. Что такое цвет, черный цвет? Это зависть, это корысть какая-то, да, я завидую кому-то, потому что у тебя есть вот это того, что нет у меня. Хотя у него есть деньги, хотя у него есть какая-то известность, есть какие-то определенные вещи, да, которых нет у кого-то, может быть, но он все равно завидует. Он завидует черной завистью, не белой завистью. И при полной луне, обратите внимание, эта зависть, она такая какая-то очень безнадежная, очень глубокая зависть. Полная луна еще говорит о том, что у человека есть какие-то психологические отклонения в личности. Вот об этом нам говорит король кубков. Король кубков нам также говорит о том, что, возможно, в детстве, все же идет с детства у нас, да, все начинается с истоков, о том, что, возможно, в детстве у человека была небогатая, незажиточная семья, да, он не мог себе чего-то позволить, и тут давай гулять душа, да, появились деньги, и все, эти деньги, они просто вскружили голову. Знаете, как в мультике про Скруджа Макдака. Вот есть деньги, все, куда бы их потратить, никому не отдам, я жадный до денег. Вот об этом здесь речь. Вот такой вот у нас король кубков. Это характеристика личности Аркадия Кудряшова. Давайте раскроем его личность, посмотрим страхи Кудряшова, самый главный страх Кудряшова, или какие страхи есть у Аркадия Кудряшова, да, посмотрим его самое большое желание в этой жизни. Ну, для начала посмотрим страхи. Какие страхи есть у Аркадия Кудряшова в жизни? Буквально по одной карте раскроем его личность, а потом пойдем дальше. Какие страхи есть у Аркадия Кудряшова в этой жизни? Какие страхи? Какой самый главный страх, я бы сказала, да, есть у Аркадия Кудряшова в этой жизни? Самый главный страх Аркадия Кудряшова. Остаться одиноким, быть в одиночестве, да, быть никому не нужным, потеряться в этой жизни. И еще по девятке, девятка это у нас всегда стагнация, стоять на месте, никак не развиваться, деградировать. Девятка жезлов нам говорит о том, что человек пришел на вечеринку в маскарадном костюме, и при всех он ведет себя так, а не иначе. На самом деле глубоко в душе он совершенно другой человек. Возможно, когда-то в далеком детстве или в подростковом возрасте он действительно был неплохим человеком, но жадность и деньги его сгубили, да, его личность. И глубоко внутри его подсознание кричит ему, что же ты делаешь, Аркадий, на самом деле, да, и по девятке жезлов я это вижу. На мне маска, я совсем не тот человек, каким кажусь. Я манипулируем кем-то. Обратите внимание, у персонажа здесь нет рук. Мной кто-то манипулирует и кто-то помыкает. И я с его, как бы, под его дудку пляшу, вот так вот можно сказать, да, вот девятка жезлов здесь говорит о том, что я пляшу под чужую дудку. И мой самый главный страх – это оказаться в итоге никому не нужным. И даже тем, чем я сейчас занимаюсь, а я особо ничем не занимаюсь, просто прогуливаю чужие деньги, и вот даже чем я сейчас занимаюсь, вот я боюсь, что раз и все, я не понадоблюсь, раз и все, и меня уберут. Вот я боюсь остаться в одиночестве, я боюсь оказаться никому не нужным, невостребованным, да, в своей сфере. Вот об этом здесь речь, друзья мои. И мне глубоко тяжело осознавать, что я на самом деле стал не тем человеком, каким хотела быть. Допустим, я хотела быть космонавтом, а стал там, я не знаю, да, уборщиком. Хотела быть хирургом, стал продавцом. Никак не хочу сейчас обидеть продавцов, но я к тому, что человек не этого добивался в своей жизни, однако зависть и корысть его сгубили и повели по неправильному пути, по неправильной дорожке. Вот его самые главные страхи – это остаться в стагнации, деградировать, либо быть совершенно никому не нужным, чтобы его просто взяли и выбросили как ненужную игрушку. Это его главный страх. Давайте посмотрим самое большое желание в жизни Аркадия Кудряшова. Самое большое желание в жизни Аркадия Кудряшова. Какое самое большое желание есть в жизни? Самое большое желание в жизни Аркадия Кудряшова. Паж Пентаклей.
А я бы взял и начал все сначала, простите. Я бы взял и начал все сначала. Я бы взял и, возможно, сам начал зарабатывать на каком-то новом деле. Я бы взял и построил бы себя из винтиков и шпунтиков. Я бы очень хотел в этой жизни самореализоваться самостоятельно, но я знаю, что меня кто-то постоянно подталкивает к тому, что я имею, да, сейчас. То есть он имеет не свои деньги, а хотел бы на самом деле глубоко в душе, я же говорю, он в целом неплохой человек, да, но получилось так, как получилось, хочется сказать. Все мы не хорошие, не плохие, мы приходим в этот мир совершенно чистыми. Потом на нас наслаиваются какие-то грехи, какие-то наши поступки, проступки и так далее и тому подобные вещи. Да, на мне маска, опять-таки, да, но я хочу эту маску снять и себя просто вот заново взять и собрать, чтобы зарабатывать самостоятельно. Возможно, я хотела бы начать с чего-то вообще другого, не быть там музыкальным менеджером, не ходить там под разным, я не знаю, да. Я, возможно, бы хотела начать эту жизнь с нуля, но я не могу. Это мое самое большое желание — начать эту жизнь с нуля, быть пажом, быть чистым, невинным человеком, которого ни в чем никто не осуждает и никогда не осудит. Вот мне очень больно от того, что меня осуждают. Я бы хотела быть другим человеком, вообще, может быть, уехать в другую страну и сменить имя, чтобы меня никто никогда не знал и не узнал, и начать зарабатывать там, я не знаю, уехать в Америку, пойти работать на заправку, да, и прям с маленьких пентакликов начинать вот этот новый путь. Вот здесь об этом речь, но не суждено Аркадию, потому что Аркадий очень любит деньги, у него везде мелькают пентакли, и он прям хочет вот эти пентакли, понимаете, и он знает, как их потратить, куда их потратить, копит их где-то там под подушку, условно говоря, да, но не сможет он прийти на новый путь, встать на новый путь, дорожку, скажем так, потому что он просто любит чужие деньги. Давайте будем объективны, да. Я бы очень хотел, но как-нибудь завтра. Я бы очень хотела, но как-нибудь в другой жизни. Вот об этом речь. Это его самое большое желание. Начать все заново, сызнова, скажем так. В чем сила Аркадия Кудряшова и в чем его слабость? В чем сила Аркадия Кудряшова и в чем его слабость? В чем сила? В чем сила Аркадия Кудряшова? В чем сила Аркадия Кудряшова? В чем сила и в чем его слабость? Давайте вот так. В чем сила, и в чем его слабость? Слабость в том, давайте начнем со слабости, да, сразу темная луна у нас вышла, самая плохая карта в колоде Deviant Moon, не зря у нас колода называется Deviant Moon, девиантная луна, безумная луна, это все девиантные поступки, которые присущи не совсем адекватному человеку, не совсем адекватное поведение, скажем так, да, фриковое поведение. Вот здесь луна — это темная луна. В чем его слабость? В том, что он поддается каким-то заговорам, каким-то мошенническим схемам. А давай мы с тобой, иди сюда, мы с тобой поговорим, хочешь денежку заработать? Ну на, возьми эту денежку, да? А хочешь? Ну вот надо вот так вот сделать. Ты сделаешь? Все, он сделает, понимаете? Денежку ему заплатили, его в свой круг взяли, значит, он уже не одинок, значит, им можно манипулировать. Посмотрите, он манипулируем. Луна за веревочки его тянет, как марионетку, как маленькую игрушку. Здесь Луна играет главную роль. Кудряшов во всей этой истории с Юрой Шатуновым далеко не главный. Понимаете, там есть кто-то выше, берите выше, скажем так, да, даже, возможно, выше Разина. И Кудряшовым кто-то манипулирует сейчас, манипулировал кто-то тогда, и его слабая сторона в том, что он никак не может отказать себе в хорошей жизни и никак не может отказаться от каких-то сплетен, от каких-то расприй, от какого-то обсуждения, от мошеннических схем. Вот он прям в этом крутится, это его жизнь, понимаете, это его стезя. Вот если ваша стезя всю жизнь продавать какой-то товар, и вы классный менеджер по продажам, вот вы будете продавать этот товар в какой бы сфере вы ни работали, будь то салон красоты, сфера услуг или строительная фирма, да, вы будете всегда что-то продавать, потому что из вас это льется, вот из него льется вот это дерьмецо, извините меня за выражение, да простит меня YouTube. И вот здесь он не может себе в этом отказать, понимаете? И вот это его слабость. А в чем его сила? Его сила, как это ни странно, в его внутренней императрице. Тут либо знак зодиака, что-то вот женское, дева, да, возможно, земной какой-то знак зодиака. Скорее всего, дева, да? Я, к сожалению, не знаю, когда он родился. Подскажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Я как-то смотрела, но я забыла.
потому что меня больше всего как-то волновал Юра Шатунов. Вот здесь вот сила в его внутренней императрице, как это ни странно, сила в его женственности, спокойствии, умиротворении. Он может спокойно посмотреть на вопрос, да, он может как-то что-то, какие-то углы сгладить, понимаете, потому что про таких людей говорят, подлизывает пятую точку, да, вот он может, извините, подлизать хорошо пятую точку, вот буду говорить как есть, да, и вот это его главное преимущество в сглаживании углов. Иди сюда, Аркадий, кто-то поругался, а он как-то пытается сгладить углы, понимаете, как уж на сковородке. И вот сила в его какой-то мягкости, вот этой чарующей женственности, как бы это ни звучало, хотя он мужчина, здесь еще может говорить, опять-таки, да, про ориентацию. У нас уже выходил король кубков, и король кубков у нас тоже такой скользкий тип, да, и императрица у нас тоже тут очень скользкая женщина. Как уж на сковородке крутится, дабы хочет себе побольше заполучить. Вот здесь императрица у нас не мама, не ответственная родительница, а императрица у нас здесь коварная женщина, которая хочет заполучить себе все блага. И для того, чтобы заполучить себе все блага, он как уж на сковородке ползет, понимаете? Вот это его сильная сторона, да, и вот эта его сильная сторона хорошо бы проявилась, возможно, где-нибудь, опять-таки, вот я сегодня про продажи, да, менеджер по продажам оба был классный. Он хорошо умеет подстроиться под человека, у него развита коммуникабельность, но вот его слабость в том, что он вот очень любит всякие разные черные схемы, в том числе и магия, да, здесь замешана. Вот об этом здесь речь. Вот такой вот Аркадий Кудряшов, да. Почему Аркадий Кудряшов был всю жизнь рядом с Юрием Шатуновым? Как на самом деле Аркадий Кудряшов относился к Юрию Шатунову? Почему Аркадий Кудряшов, давайте сначала посмотрим, почему он всю жизнь был рядом с Юрием Шатуновым, почему Аркадий Кудряшов, говорят, что с 13 лет даже, да, как-то он был с ним, почему Аркадий Кудряшов был всю жизнь рядом с Юрием Шатуновым? Почему Аркадий Кудряшов был всю жизнь рядом с Юрой Шатуновым? Я тебя веду, а ты ведомый. Или ты меня ведешь. Сейчас посмотрим, да, кто кого ведет по карте Солнца. Эгоизм. Эгоизм. Остаться. Я тебя никому не отдам, боюсь остаться один. Созависимые отношения, друзья. Это созависимые отношения. Причем это не любовные отношения, не отношения любовного характера, да, какого-то. Возможно, чувства у Аркадия были, но у Юры точно к Аркадию не было никаких чувств в том плане, в каком вы думаете, да, сейчас. Солнце – это эгоизм. Я тебя никому не отдам, я тебя в этом танце поведу. Кто-то один танцует другого, да, и я тебя ни за что не отпущу, потому что, ну а что я буду без тебя делать, да? Тут детские страхи сразу всплывают, все как было раньше, а что я как раньше останусь один, да я тебя отвоюю у всех небес, у всех земель. Помните, как у Ирины Аллегровой? Я буду только твоей, ты будешь только моим, да, как там у нее пелось, не помню точно, но вот здесь вот о том, что я тебя заберу, никому не отдам, вот я тебя отвоюю у всех. Я тебя веду в этом танце, созависимые отношения, да, у нас с тобой, или он его вел в этом танце, да, кто вот был из них главнее, да, вот это нужно выяснить. Я что, без тебя останусь? Я буду один, как раньше, ну все, это фаталити. Если ты меня бросишь, что я буду делать? Он почему-то считал Юру вот своим лучшим другом, да, вот именно Кудряшов, он прям был зависим от него, но это не дружба, друзья мои. Это какая-то прям жадность, я вот тебя вот прям так люблю, что готов съесть. Вот понимаете, вот здесь вот каким-то даже каннибализмом, простите, попахивает, да, ну, конечно, не в прямом смысле, да, я тебя веду, либо ты меня ведешь, у нас зависимые отношения, я эгоист, поэтому я тебя никому не отдам, я что, останусь как раньше, как в прошлой жизни, я был один-одинешенек, да ни за что на свете, я тебя с собой в могилу утащу, а потом, когда ты стал зарабатывать денежки, ты мне, конечно же, стал нужен вдвойне, втройне, и даже в 4 раза больше, чем был нужен до этого, да, 7 пентаклей, и я тебя тут раскручиваю, ты давай мне свои пентакли сбрасывай на землю, как вкусные яблоки или грозди винограда, да, вот об этом здесь речь. Сначала Юра ему просто был симпатичен, скажем так, а потом еще выяснилось, что он может ему какие-то плоды принести, да я тебя не отдам никому, ты мое.
Мое и все, понимаете? Вот здесь вот как кусок мяса какой-то на рынке купил, прости меня, да, хотел зажарить и съесть. Вот здесь вот об этом речь. Тут странные какие-то отношения, тут и с головой не все в порядке, да, просто у человека. Я имею в виду Кудряшова, конечно. Почему он был всю жизнь рядом с Юрой? Это были созависимые отношения. Юра как бы не стремился к тому, чтобы быть с ним всю жизнь. А как на самом деле Аркадий Кудряшов относился к Юрию Шатунову? Такие чисто человеческие чувства, да? Были ли они друзьями на самом деле? Как на самом деле Аркадий Кудряшов относился к Юрию Шатунову? Были ли они друзьями? Как на самом деле Аркадий Кудряшов относился к Юрию Шатунову? Были ли они друзьями? Как на самом деле Аркадий Кудряшов относился к Юрию Шатунову? Были ли они друзьями? Ты же мое дитятко, я ж тебя никому не отдам. Господи, что ж такое-то прям, да? Ой, на крыша у меня от тебя едет, да? У меня от тебя едет крыша. Угу. Я сдерживаю порывы и эмоции по отношению к тебе. У меня от тебя едет крыша, потому что ты моя звездочка. Я скрываю свои настоящие порывы и настоящие чувства. От тебя тут попахивает прямо как, я не знаю даже, как вам сказать, чем попахивает. Вы поняли, наверное, да, уже? Но тут такие чувства невероятные. Я вот тебя готов съесть, что ты вот прям так мне нравишься. И ты же мое дитятко. Я же из тебя же выращу, да, из тебя же звезду сделаю. Ты же будешь моя звезда, но ты мне будешь тоже что-то взамен отдавать. Ты же моя звездочка великолепная. Я себя пересиливаю, чтобы тебе не показать свои истинные чувства. У меня от тебя крышу сносит. У башни крышу сносит, понимаете? Ты мне вроде и денежки приносишь, да? И вот у нас с тобой такие отношения прекрасные. Ты мне денежки приносишь, ты мне нравишься, но все свои настоящие чувства и эмоции я тебе боюсь выразить. Я боюсь сказать тебе на самом деле, что я к тебе испытываю. Вот. Денежки ты мне приносишь, стабильность ты приносишь мне, да, девятка это... Стоим на месте, стабильность, да, девятка, да не только стагнация, это еще и стабильность, ты мне приносишь стабильность, я боюсь сказать на самом деле, что я к тебе чувствую, ты моя звездочка, ты мое же дитятка, да, я никогда тебе не расскажу, что я чувствую, вот пересиливаю себя прям, ну, так сносит крышу от себя, тут попахивает какими-то такими, знаете, не просто созависимостью, а то, что ты мне нравишься, вот как мужчина с женщиной, да, но не у Юры по отношению к Кудряшову, а у Кудряшова по отношению к Юру, понимаете, да, я боюсь тебе сказать, потому что боюсь, что ты меня покинешь, и я останусь один опять. Но тут с детства какая-то травмированная голова у человека, да, тут с детства что-то произошло, перемкнуло как-то, и вот тут пошло-поехало, как говорится. Человек искал друга, соратника, любовника, неважно, да, хотя они таковыми не были, но мы сейчас узнаем, конечно, но я знаю, что Юра гетероориентации, и я не хочу пачкать его светлое святое имя. Вы мне, пожалуйста, не пишите в комментариях, не спрашивайте, какой ориентации Юра, потому что ориентацию я уже давным-давно в своих видео сказала, о том, что Юра гетероориентация, Юра нормальный мужчина, да, а здесь вот попахивает... бисексуалом, да, я и тем, я и вашим, я и нашим, неважно кому, лишь бы вот кто-то со мной был. А вот Юра как раз вот тот источник ресурса для меня, вот с которым я хочу быть. Ты для меня ресурс, ты для меня звезда, ты для меня все. Ну, тут у человека крышу сносило. Просто крышу сносило от человека, вот от Юры, да, я серьезно говорю. Были ли они друзьями? Да тут назвать это дружбой, честно, я не назову. Да? Созависимые отношения ни дружбой, ни любовью не назовешь. Это когда человек один другого держит, другой не может от этого человека уйти, ну и все по накатанной. Почему Юра Шатунов и Аркадий Кудряшов жили вместе, и жили ли они вместе вообще? Потому что в интернете этого нет, мне об этом сказали поклонники, я это не сама выдумала, да? Почему Юра Шатунов и Аркадий Кудряшов жили вместе, и жили ли они вместе вообще? Почему Юра Шатунов и Аркадий Кудряшов жили вместе, и жили ли они вместе вообще? Что-то новое начать. Женщина обидела звезду. Какая-то женщина обидела звезду. Я уйду от нее. Пока.
Тут, знаете, тут нет. Тут немножко такие слухи, докручено, доверчено, да, такие домыслы, скажем так, да. Тут какое-то короткое, непродолжительное время жили они вместе. Почему? Объясню. И то, да, когда у Юры были какие-то проблемы с королевой мечей. Королева мечей – женщина воздушного знака зодиака. Королева мечей, скорее всего, это была его супруга. То есть Юра, возможно, жил с Аркадием, когда они уже были знакомы, либо когда они были женаты, либо когда они были знакомы с пассией, да, со своей, то есть со Светланой. Когда уже я перешел в новую жизнь. Вот десятка – это переход в новую жизнь через боль, через какие-то страдания, через какие-то муки. Возможно, они со Светланой часто ругались, возможно, Светлана сама женщина, которая проявляет какую-то агрессию зачастую, да, либо истерики устраивают, да, истерики устраивают звездочки, то есть Юрию Шатунову. И я от тебя пока вот уйду, пересилю себя, я, конечно, от тебя не хочу уходить, но мне придется пожить отшельником, то есть мне придется пожить подальше от себя, то есть какой-то был период, когда Юрий ругался либо со Светланой, либо это была какая-то другая женщина, но мне почему-то идет, что Светлана, тем более она, по-моему, воздушного знака зодиака, если я не ошибаюсь, а мечи – это воздух. Так вот, когда я перешел во что-то новое, скорее всего, женился или познакомился со Светланой, был период, когда они жили вместе, но поругались, и какой-то определенный период Юра Шатунов и Кудряшов, ночевали вместе, ничего не было. То есть здесь каких-то таких слухов, домыслов, может быть, сколько угодно, да, можно докручивать, доверчивать эту историю, но это все неправда. Они жили недолгое время вместе, возможно, это сочинил Кудряшов, возможно, Юра как-то сказал это с юмором, да, но такого не было. И не было, естественно, никаких отношений между ними. Тут даже этим не пахнет. Поэтому сочинять велосипед не нужно. Следующий вопрос. Самый, наверное, главный, да, но мы уже примерно узнали, о чем речь. Ориентация Аркадия Кудряшова и его личная жизнь. Ориентация Аркадия Кудряшова и его личная жизнь. Ориентация Аркадия Кудряшова и его личная жизнь сейчас, давайте, да. У него уже должна быть личная жизнь, он же тоже человек. Ориентация Аркадия Кудряшова и его личная жизнь. Ориентация, что-то все прям, что-то прям не до этого, да, все плохо. Ну, мальчиков, я мальчиков люблю, молоденьких, я молоденьких люблю мальчиков, которые под меня подстраиваются, крыш сносит, от мальчиков крыш сносит, а в особенности от того самого моего дитятки, да, который мне денежки приносил. Ну, любил он Юру какой-то непередаваемой любовью. Вот хотите верьте, хотите нет, ну вот что я вам брать буду, да. Я люблю мальчиков, ориентация моя. Я порву, я с собой борюсь, я порву за него, но в то же время вот у меня такая странная к нему любовь до ненависти. Понимаете, вот когда я люблю и ненавижу. Я обожаю, готов тебя убить просто. Вот тебя, который мне деньги приносит, тебя, с которым мы начинали, Паш Пентакли, с которым мы начинали зарабатывать, тебя, который ты мне деньги приносил, ты моё ж дитятка, у меня тебя крышу сносит, а сейчас я что буду делать без тебя? У меня апатия, да, грусть и депрессия. И я просто с собой боролся, да, и всю эту жизнь, вот эту любовь протянул через всю свою жизнь, да. И у него ориентация, не могу сказать, что только по мальчикам, ну как вот бисексуал, да, не спал он с Юрой, сразу я вам говорю, пожалуйста, вот даже не говорите мне ничего, да, он боялся ему рассказать даже. У него была какая-то такая просто платоническая любовь к нему, вот как я тебе напишу стихи, потом разорву и уберу, да, вот мне что-то такое идет, ну какой-то такой немножко винтик за шпунтик зашел, да, в голове. Вот такая вот любовь, которую я протянула через всю свою жизнь. Мне удивительно, конечно, я сейчас раскладываю впервые прям конкретно на эту личность, на этого человека, да, и мне удивительно, что поклонники действительно были правы по поводу того, что он имеет вот какие-то такие странные наклонности в сторону Юры. Почему Кудряшов в день трагедии с Юрием Шатуновым не дождался скорую, не вызвал скорую, а повез его самостоятельно в больницу? Давайте узнаем. Почему Кудряшов в день трагедии с Юрием Шатуновым не вызвал скорую, а самостоятельно повез его в больницу? Почему Аркадий Кудряшов, карта выпала, в день трагедии с Юрием самостоятельно повез его в больницу? Так,
кто-то ему, как ребенок он. Вот Кудряшов как ребенок, честно сказать. Что сказали, то и делаю. Сказали сделать так, как ребенок. Детская карта. Как ребенок мне сказали, я делаю. Кто-то ему это сказал. Женщина сказала. Женщина сказала. Две женщины сказала. Две женщины сказала, я послушался. Я послушался, взял с собой, ну и повез. Да? Тут вот о послушании о каком-то, о том, что он еще хорошая шестерка, извините меня за выражение, а по-другому это никак не могу выразить. Тут еще можно говорить о том, что не две женщины, а я веду себя как женщина. Я как из женской позиции себя воспринимаю. И я слушаюсь и повинуюсь какую-то королеву жезлов, какую-то женщину. Женщину огненного знака зодиака или женщину очень эмоциональную. Женщина мне как ребенку сказала, а ну-ка, ну тут правда женщина. Женщина меня как поругала, ну-ка давай сам вези, да, и я на себе повез. Я послушался, потому что ну я же умею подстраиваться. Я взял и подстроился, я взял и повез. Я взял его, забрал в охапку и повез, потому что мне приказали. Вот об этом здесь речь, да? Виновен ли каким-либо образом Аркадий Кудряшов к тому, что произошло с Юрой Шатуновым? Виновен ли каким-либо образом Аркадий Кудряшов к тому, что произошло с Юрием Шатуновым? Да? Вот какая трагедия с ним произошла. Виновен ли каким-либо образом Аркадий Кудряшов к той трагедии, что произошла с Юрием Шатуновым? Виновен ли каким-либо образом Аркадий Кудряшов в том, что произошло с Юрием Шатуновым? Я просто смотрел и ждал. Я просто делал так, как велели мне делать. Мне денежку дали, мне сказали, я делал. Я вот просто как посредник. Я, конечно, любил безумно его, да? Но вот любил безумный, был как дурак себя повел просто, да, хотя мог бы ему помочь. Он мог бы помочь Юре, но повел себя как дурак. Здесь дурак выражает не биполярное расстройство личности, а здесь дурак именно дурак. Мне сказали, я пошел. Дурак тут бежит выполнять дела, выполнять поручения после того, как ему какую-то мелкую монетку дали, да, какую-то денежку заплатили, да. Мне сказали там с него стрясти, я с него тряс. Мне сказали стоять смотреть, я смотрю. Я их хоть и безумно люблю, но мы с ним что-то в последнее время договориться ни о чем не могли. Ну вот я и выполняла все приказы, которые мне сказали. Потому что я же люблю приказы выполнять, да. Вот здесь вот он как посредник такой, да. Уж извините, что я в таком ключе об Аркадии Кудряшове, но я по-другому сказать не могу, к сожалению, да. Вот я бегу как дурак выполнять все приказы. После того, как мне заплатили, да, я делаю все, что мне велено. Потому что я могу, люблю подстраиваться, хочу подстраиваться, несмотря на то, что я очень сильно люблю Юру, я понимаю, что нам с ним вместе ничего не светит по любви, да, ну, поэтому, а что делать, да, буду выполнять свою работу. Причастен как посредник, но это тоже не убирает с него ответственности, да. Почему Кудряшов закатал могилу Юры в бетон? Был вопрос такой. Почему Аркадий Кудряшов закатал могилу Юры в бетон? Почему Аркадий Кудряшов... Все, спокойно, карты мои. Все, спокойно. Не переворачиваемся. Почему Аркадий Кудряшов, карты негодуют, закатал могилу Юры в бетон? Почему Аркадий Кудряшов закатал могилу Юры в бетон? Чье-то желание сверху, желание. Кто-то сказал сверху. Кто-то сказал сверху и следить за ним, и следить за могилой, как будто бы, да? Кто-то сверху, ну да, кто-то сверху сказал проследить за могилой. Манипуляции какие-то совершаются над... Там происходят какие-то манипуляции, происходит какая-то черная магия, да, именно на могиле. У Юры Шатунова что-то происходит, что-то рукотворное магия, рукотворная черная магия. Кто-то сверху мне пожелал, приказал, кто-то сверху. По десятке пентаклей это люди вышестоящего ранга, и мне они приказали сверху наблюдать за могилой, и там совершаются какие-то обряды на этой могиле, да. Никого туда не впускают в какое-то определенное время, да, и никого не выпускают, хочется сказать. Там совершаются какие-то обряды, закатанная в бетон могила. Тут как, знаете,
закатанная в бетон могила, чтобы знаете, как какой-то обряд действительно, да, ну, то есть это нужно для обряда. И это не только у Юры такая могила. Это в мире есть еще, вот объясняю, да, почему карта мира выпала, я сначала не поняла. В мире есть еще такие же творчески одаренные люди, русалка здесь творческо одаренная, повернута к нам левой творческой стороной, которую охраняют. Могила залита в бетон, не только у него, у Есенина, если я не ошибаюсь, да, по-моему, если я не ошибаюсь, у Гоголя, и еще у кого-то могила закатана в бетон, потому что там лежат какие-то сверхсильные, сверхсветлые, разумные люди. И вот это нужно для проведения каких-то магических обрядов. Вот для этого, друзья мои. Там творится что-то темное, нехорошее, за могилой очень тщательно, яро следят. Какие на самом деле отношения между Кудряшовым и Разиным? Вот меня все спрашивают, они якобы поругались, якобы они не разговаривают, да? Якобы все между ними плохо, почему-то я в это не верю. Какие на самом деле отношения между Кудряшовым и Разиным? Какие на самом деле отношения? Какие на самом деле отношения между Кудряшовым и Разиным? Что-то поменялось, стало как-то тяжелее, да, груз какой-то, потому что какая-то женщина обиженная, что сделала, нажаловалась Иерофанту, на этого недовзрослого, да, я объясняю, друзья мои, есть какая-то женщина, эмоциональная, но в то же время она холодная и режет без ножа. Женщина воздушного знака зодиака, эмоциональная и порывистая, которая обиделась на Кудряшова. И действительно, отношения между Разиным и Кудряшовым несколько поменялись, изменились в худшую сторону вот из-за этой самой женщины, которая нажаловалась Иерофанту, то есть нажаловалась Разину на Кудряшова, и отношения стали какими-то тяжелыми, невыносимыми. Она нажаловалась на этого недовзрослого. Туз жезлов – это начинание, не заканчивающееся успехом. Тут ребенок, не до конца вылупившийся из горохового стручка. Ребеночек, который не доделан, да, и тут недоделанный взрослый. То есть недовзрослый Кудряшов, скажем так. Кудряшов немножко инфантилен. И вот эта женщина, порывистая, эмоциональная, нажаловалась Разину, а Разин эту женщину воспринимает очень хорошо, и поэтому Разин ее послушал, да, и почему-то перестал нормально общаться с Кудряшовым. Хотя общение между ними я вижу, но общение тяжелое. Общение не сошло вообще на нет. Общение не как между врагами, а как вот, поссорились очень сильно, да, будем вот так говорить, из-за какой-то женщины. И вопрос последний, мне задавали его подписчики, я не сама придумала, опять-таки, да, правда ли, что Светлана Шатунова приходится родственницей Аркадию Кудряшову? Хотя что-то мне подсказывает, что это вообще странный вопрос. Правда ли, что Светлана Шатунова приходится родственницей Аркадию Кудряшову? У меня аж свечка закапала. Правда ли, что Светлана Шатунова приходится родственницей Аркадию Кудряшову? Правда ли, что Светлана Шатунова приходится родственницей Аркадию Кудряшову? Гуляй, шальная императрица, хочется мне спеть почему-то, потому что императрица вышла уже 3-й раз или 4-й, если не ошибаюсь. Нет, они не родственники. Тут, знаете, говорится о том, что нужно много работать, чтобы заработать такую популярность, в кавычках, как у Светланы, Разина и Кудряшова, такую мега отвратительную популярность, потому что здесь вся работа идет в топку. Вся работа здесь идет в топку, и люди сами додумывают. Дракошка собирает все по сусекам, да? Сами додумывают люди. Потому что мега плохая популярность есть у Разина, Кудряшова и Светланы. Популярность, которая идет в топку, пентакли, которые идут в топку. И тут люди сами все собирают воедино, додумывают, да, соответственно, и говорят о том, что императрица. Императрица, близкая родственница, кровная жена, сестра, там, я не знаю, брат, сват и так далее, да. Нет, здесь немножко додумано, друзья мои. Здесь не совсем про родственников, здесь додумано уже людьми, да. Здесь такая уже легенда, которая обросла мхом. Какие у вас есть еще вопросы про Аркадия Кудряшова? Пишите мне, пожалуйста, в личку, пишите мне, пожалуйста, в чат.
Подписывайтесь на наш чат, у нас есть общий чат. Напоминаю, что есть теперь закрытый канал на Юрия Шатунова, где есть просто невероятный факт, который повергнет вас в шок, и вы будете совершенно по-другому думать, мыслить, и уже ваша жизнь не станет прежней. Я вам обещаю. Это не просто слова, просто зайдите, посмотрите, и вы поймете, о чем речь. А канал стоит 299 рублей, это пожизненная подписка, оплачивать ничего ежемесячно не нужно. Вы просто заходите и смотрите те видео, которые не будут выходить на YouTube-канале. И вы будете привилегированным подписчиком, который смотрит эти видео. А я вас очень люблю, друзья мои, и до новых встреч!